Анастасия была уверена, что квартиры с ремонтом от застройщика – это лучший вариант, который позволит не тянуть с переездом и сэкономить. Но что-то пошло не так, и сначала хозяйка перекрасила все стены и напольную плитку в санузлах, затем самостоятельно уложила плитку на кухонный фартук. Как ни странно, покупка квартиры стала для нас совершенно спонтанным решением. Это случилось летом 2020 года. До этого жили на съемной квартире, поэтому для нас было важно заехать в новое жилье как можно скорее. Мы посмотрели всего один вариант, и сомнений не осталось. Сразу решили, что хотим жить именно здесь. Двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра была с ремонтом от застройщика. Почти все средства ушли на покупку, поэтому решили отказаться от серьезного ремонта. Сначала планировали оставить все как есть, но я оказалась слишком неугомонной в плане обустройства нашего жилища. В мои планы входила покраска стен в 50 оттенков серого. Сначала я придерживалась этой концепции и выкрасила в нейтрально-серый цвет кухню и чуть темнее спальню. Но что-то пошло не так, и в квартире появилась горчичная стена в комнате и наполовину зеленый коридор. Стены я красила сама, пока муж укладывал спать маленького сына на съемной квартире. Потом я самостоятельно вешала светильники, красила напольную плитку в санузлах, выкладывала фартук на кухне. Не подумайте на мужа плохо, просто оказалось, что мне очень нравится этим заниматься. Покраска плитки на полу в туалете и в ванной многих удивляет и вызывает вопросы. Могу сказать точно, что плитку можно красить. Для этого есть специальные средства и даже трафареты. На момент переезда у нас было совсем мало мебели, шкаф в прихожей и кухонный гарнитур. Спали на матрасе, а обедали сидя на раскладных стульях. Первой крупной покупкой стала кровать. Я всегда мечтала о яркой мебели на нейтральном фоне, и в этом вопросе от плана не отступилась. Так у нас появилась кровать глубокого изумрудного цвета на деревянных ножках. Элементы дерева я старалась использовать везде. Я всегда мечтала о малиновом диване, и моя мечта сбылась. Мы его купили. Сначала диван жил в гостиной, радовал нас видом на закаты, соседствовал с новогодней елкой, грел наших мохнатых питомцев. Но жизнь вносит свои коррективы. Незадолго до рождения дочери мы перебрались в гостиную вместе с нашей зеленой кроватью, а диван переехал в бывшую спальню, которая теперь стала детской. Теперь на диване читают книги, сооружают дома и машины из игрушек, выполняют акробатические номера. Он стойко переносит все невзгоды. К тому же диван стал отличным помощником. Если вдруг ребенок приболел, на нем с комфортом может переночевать один из родителей. Я очень люблю свою квартиру, потому что она наша во всех смыслах этого слова. В нее вложено много сил, потраченных с большим удовольствием. Мы свили уютное гнездышко, и я уверена, что здесь мы живем лучшие годы нашей жизни. Итак, друзья, а что вы думаете о таком бюджетном ремонте квартиры? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А также обязательно подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен, ссылку оставлю в описании. А с вами был Бариман, всем добра!